Любите фильмы про охотников на сокровища? А не хотите примерить сами их сапоги? Тогда отправляйтесь на Удельную в Питере. Здесь, между железнодорожными путями и психиатрической больницей, расположен знаменитый блошиный рынок. И найти здесь можно практически все, если, конечно, хорошо искать. Приходить сюда стоит по выходным и ближе к обеду. Продавцы делятся на две категории – те, кто торгует под навесом, и те, кто раскладывает вещи на земле или на клеенке. А начался рынок довольно банально, когда здесь положили железную дорогу и построили станцию еще в 19 веке. Жители ближайших деревень стали выносить к поездам различные товары. А тем временем Санкт-Петербург рос, и в годы советской власти этот участок вошел в черту города. Сюда была проведена ветка метро. В эпоху тотального дефицита блошиные рынки были на вес золота. Да и сегодня тут настоящая пещера Аладдина. Где еще можно найти проигрыватель из фильма «Бриллиантовая рука», детали для столетней швейной машинки «Зингер», зажигалку, сделанную из гильзы патрона, пробитую военную каску или топор, из которого варили кашу. Однако не каждый житель России слышал про уделку, хотя она и входит в десятку известнейших мировых блошиных рынков. Журнал Forbes сравнивает удельный блошиный рынок с подобными торговыми местами Лондона, Парижа и Токио, а британская газета The Guardian дает туристам рекомендацию посетить знаменитую толкучку Санкт-Петербурга. Торговые ряды тянутся 2 километра, а на прилавках можно насчитать до 1 миллиона предметов. По площади рынок занимает более 12 квадратных километров. Конечно же, удельную не раз пытались модернизировать. В конце 20 века территория была отдана под строительство торговых павильонов. На месте сквера вырос ТК «Удельный». Менялось все, но торговцев не могли изгнать с этой территории никакие трансформации. Кто-то из них приходил сюда на время, некоторые торговали всю жизнь. Из поколения в поколение барахолка на Удельной остается самым крупным блошиным рынком в Петербурге. По его рядам ходят как и местные жители, ищущие необходимые в хозяйстве вещи, так и любители винтажной одежды, коллекционеры антиквариатных редкостей и охотники за декором в советском стиле. Сюда даже водят экскурсии. Приходят не только россияне, но и иностранцы, причем из самых неожиданных точек земного шара. И еда здесь тоже есть. Мы уже видели чай из настоящего самовара за 100 рублей. А в рядах также можно найти сало, мороженое, кровяную колбасу и свежие фрукты. В общем, скучать тут точно не придется. Главное успеть все осмотреть, пока самое интересное не разобрали. Путешествуйте больше. Это хорошо для души.